Мы вчера с Маликом занимались математикой. Вот, у них уже вовсю умножение идет. Вот. Мы вчера с ней до 5 умножения сделали, да? Вчера мы с тобой занимались. Вон, это написано Эя, вон. А где твоя книжка, Малик? Это моя. А почему написано ее? Потому что это моя сестренка. И вон тут все Давай сняла. Вон. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 надо. 20. Нет, не 20, 12. Каждый раз по 20. 40. Да, ну каждый 2, 4, 6, 8, 10, 12. Не 20, а 12, 14. А он давно звонил? Амели. نعم مش عارفة أنا ما شفتش الساعة كام؟ لا ما الساعة 9 استنى معلش لا أنت ما اتصلتش انا اتصلت بيك 4 مرات. في رقم تليفون إيه؟ ماما؟ تليفوني ده. لا دي مش تليفون دي تليفون ماما ما فيش رصيد أنا انا بتصل اتصلت على التليفون ده ياما الصبح. ممكن ماما مش سامعة ممكن ماما نايمة بصي وهتروحي للشيخ يوم 25. 25 اتنين. 2 لا الساعة كام؟ هتروحي للشيخ الصبح بس تسددوا الامانه في المحكمه الاول. يعني أول أنا لازم أروح في محكمة؟ 500 جنيه إمتى في محكمة؟ بكره تاخدي ورقه وتحضري للشيخ يوم 25. ممكن قبلها بيوم ممكن قبلها بيومين. خلاص ماشي إن شاء الله يعني أنا أتصل 22 عشان أنا في 22 دي جمعة يوم 23 في محكمة صح؟ ماشي إن شاء الله. Ты 23 сможешь? إن شاء الله ماشي. كده تروحي للشيخ خدتك. ماشي الحمد لله. خلاص ماشي أنا أتصل ماشي. Всем привет еще раз. Сейчас расскажу ситуацию более подробно. Значит, я позвонила адвокату, он сказал, что 23 числа мне нужно будет подъехать еще в суд, забрать там какие-то бумаги, заплатить еще 500 фунтов. И 25 числа в 9 или в 10 часов утра мы будем с ним встречаться здесь, в нашем районе. И пойдем, как он говорит, к шейху. Но я понимаю, что это не мазун, это не шейх. Это, видимо, скорее всего, комитет по фетвам, где уже будет окончательно все. Вот я, честно говоря, потому что я не знаю, знакомых у меня никого нет, кто разводился, кто бы рассказал. Поэтому все на своем опыте, потому что многие говорят, она ничего не знает. Да, я ничего не знаю. Вот я на своем опыте, вот каждый шаг я вам рассказываю, что я делаю, чтобы это, как говорится, было таким наглядным пособием, если можно так назвать. Девчонкам хочу сказать, женщинам, которые часто мне пишут, очень внимательно относитесь, когда вы общаетесь. Если ваше общение, оно не носит никакого такого серьезного характера, то как бы общайтесь, как говорится, как хотите. Потому что многие девчонки, мне кто пишут, все, многие очень говорят, вот он мне соврал один раз, второй раз. Вот последний раз мы с девушкой общались, она говорит, он соврал мне. Сначала сказал, что ему 35 лет, потом 38, потом 42. Вы, если видите, что человек нечестен к вам, вы уже такому человеку, ему доверия нету. То есть, если он вам раз соврал, два соврал, и вы не забывайте, что очень часто они общаются не с одной девушкой, а у них куча друзей, подружек, и общаются очень со многими. И, как правило, вот это общение, оно серьезного характера не носит. И
как правило, если они вас приглашают, они, как правило, не готовы вас принять, как получилось в моем случае. Поэтому, конечно же, для того, чтобы знать возраст, знать, насколько человек действительно серьезен, попросите его выслать его ID, да, карточку, спросите, чтобы... Потому что многие девочки общаются по несколько лет, и потом выясняется, что имена другие, что он имя не сказал не свое имя, а какое-то другое. Какие-то косяки начинают вылезать. То есть смотрите как бы внимательно. То есть если у вас намерение серьезно, вы, конечно, стараетесь как-то более-менее себя обезопасить, потому что большинство из вас именно после общения с египтянами они начинают вас приглашать замуж и еще как-то, и вот тогда начинается вот всякая вот такая, как бы непонятки начинают вылезать вот эти вот косяки непонятные с именами, с местом проживания. Оказывается, что человек обманывает возраст. Мой муж также меня обманул, но он как бы на 2 года прибавил себе. Вот. Но дело не в том. Многие уменьшают, чтобы он выслал вам свое ID, чтобы как-то установить личность человека. Потому что они начинают вас приглашать, вы, соответственно, начинаете уже думать, ехать или нет. Девочки, еще раз предупреждаю, одни ни в коем случае не ехайте. Потому что очень много девочек, кто пишут, девочки, женщины, кто пишут, вот он меня приглашает, я приеду. Ни в коем случае. Есть сын, предположим, там 16-15 лет, возьмите с собой сына, возьмите с собой дядю вашего родственника, возьмите брата, возьмите отца с собой. Кто-то, чтобы с вами был из мужчин. Если вас приглашают замуж, с вами обязательно должен быть мужчина из семьи. Я на полном серьезе об этом говорю. Если вы несерьезно к этому относитесь, это будет все вот так вот несерьезно. Я приеду с подругой, или я еще с кем-то приеду, или я вообще приеду одна. Девочки, пожалуйста, пожалуйста, относитесь к этому серьезно. Это мусульманская страна, где всем руководят мужчины. И поэтому ради вашей же безопасности, чтобы не возникло никаких неприятных ситуаций, берите с собой мужчин. Мужчин уже, которые не мужчины взрослые, это может быть и такой же парень, там лет 15-16, уже нормально можете с собой его брать, если это ваш сын или там племянник, кто-то из семьи. Пожалуйста, относитесь к этому серьезно. И желательно, конечно же, не ехать сразу в квартиру к нему. Желательно, чтобы вы брали туры, где предоставляется питание, отель. Вы можете с ним встретиться, с этим мужчиной, погулять, походить, познакомиться с семьей, еще как-то, но возвращаться домой. По поводу браков, по поводу ваших прав, прежде чем вступать в эти отношения, даже орфи, пожалуйста, консультируйтесь с адвокатом, с человеком, с кем-то знакомым, кто у вас есть. Не пускайте на самотек, потому что, чтобы не получилось, что вы заключили брак, орфи, потом уехали, потом приехали, и начинаете выяснять, а какой у меня брак, легальный или нелегальный. А здесь все как везде. Вы заключаете орфи, и потом этот орфи нужно обязательно легализовать в течение 6 месяцев. Поэтому этот срок небольшой, и поэтому вам нужно его успеть легализовать за 6 месяцев. Поэтому относитесь внимательно именно к документальной части, к документам, чтобы опять же не возникло никакого недопонимания у вас. Здесь все то же самое, те же самые документы нужны, все, и к этому нужно подходить достаточно серьезно, потому что, опять же скажу, здесь мусульманская страна, и здесь отношения без брака не приветствуются. Это не как в любой другой стране, европейской, в Америке, то есть это мусульманская страна. Вот такая вот ситуация. Поэтому будьте очень внимательны. Если какие-то вопросы, пишите мне. Можно провести консультацию. Можете по WhatsApp связываться со мной, писать. Первая консультация, она бесплатная. Опять же, повторюсь, многие высылают вам
лицевую часть ID. Просите также, чтобы вам высылали обратную сторону ID, то есть копию, то есть фотографию, чтобы можно было посмотреть, состоит ли человек в браке, какое у него вероисповедание, какое у него образование, где он работает. То есть не только переднюю сторону, его имя и место, откуда он с фотографией, а также и обратную сторону. Будьте внимательны и всего хорошего, удачи вам сегодня, хорошего дня.